Привет, Тим. Сегодня речь пойдет о самой популярной игре от российского геймдева за всю историю. Самой популярной, самой скачиваемой, самой продаваемой. Эта игра держится на плаву уже не один год, находится в бета-тестировании, и за все это время она только становится популярнее и популярнее. Об этой игре можно много чего рассказать, сделать обзор на несколько часов, но я хотел бы выделить самые мне интересные аспекты, а также мое мнение и эмоции, связанные с этой игрой. Поправляйте меня в случае неисторических неточностей, связанных с этой игрой, но это история моего взаимодействия с самого начала. Я помню, как я вот в этом году увидел Escape from Tarkov на какой-то из выставок, увидел пару геймплейных из альфа-версии видео, немножечко подогревали мой интерес члены. Помню, как я в 2015 году увидел альфа-версию Escape from Tarkov на какой-то из выставок, и она расхайпилась не только в нашем регионе, а еще и во всем мире. Подтверждением моих слов являются просмотры на каком-нибудь иностранном ресурсе, типа название какого-то иностранного ресурса. Ладно, похуй. Первый момент — это реалистичность. Это то, на что давили разработчики с самого начала, и что по сей день продолжает привлекать игроков. Реалистичность, кастомизация оружия, реалистичность, которая относится к малейшим деталям. Реалистичность, к которой разработчики относятся с трепетом и скрупулезно отрабатывают самые малейшие детали в игре. Да и чего только стоит карта-развязка, в которой каждый магазин скопирован из настоящего и сделан с особой любовью, с разными текстурками. Управление персонажем, где ты можешь ложиться в наклоне, наклоняться в приседе, выбирать уровень приседа, ложиться в наклоне, крутить головой, отсасывать своему товарищу, поставить на оружие 10 фонарей, да это все знают. Стрельба, которой не было ни в одной игре, где ты можешь стрелять из оружия от бедра и убивать с километра человека. Он сбежал. Дал двоих полных. Осуждаю. Сейчас вы будете смеяться, но можете высказать свои мнения в комментариях. Но первые 3 года взаимодействовали с этой игрой мы с друзьями, как будто играя в Dark Souls. Мы долго бегали с начальным оружием, получали от всех игроков подряд, умирали, и все это повторялось заново и заново. Даже получая хорошее оружие, мы оставляли его в схроне и не использовали, потому что чувствовали, что не подошел еще тот момент, когда мы можем его проиграть. Это длилось 2 года. Сейчас в игре у меня больше 1000 часов, кстати, у Костяна 1500 крыс. В то время я не следил за медиа-интертейментом этой игры, кроме как официальной странички на ютубе, и не знал, как играют профессиональные игроки, у которых по 26 часов в сутках в ней. А сейчас могу отметить, что это, между прочим, очень помогает посмотреть за игроками, которые очень хороши, которые сексуальные, там, красивые. Даже разрекламировав, Даже разрекламировав эту игру среди друзей, они не все готовы были пройти порог новичка, в который в этой игре достаточно высокий, очень высокий. Да, в то время входной уровень игрока в игру был еще выше, чем на данный момент, с тех пор ее немножко оказуалили. Но разработка идет вот уже 6-й год, и игра постепенно наполняется контентом и всякими развлечениями. Упал лицом, вот так потыкался в клаву, и все написалось. Но будут фризы. Начиная от того, как главный геймдев сидит за компьютером и меняет погоду на серверах, заканчивая тем, что прилетают airdропы со всяким вкусным лутом. Ну или не всегда вкусным. На данный момент разработчики уверяют, что хотят закончить этот проект как можно скорее, но учитывая современные реалии, я думаю, что она будет жить еще как минимум лет 5 до 10 лет. Ведь Warface еще жив, Warface говно. Но все-таки те эмоции, которые давал Тарков за все эти времена, не сравнятся ни с одной игрой. В похожем жанре можно назвать лишь только Hunt Showdown, но он говно. Начиная с того, как ты в начальном снаряжении убиваешь полного челика, берешь его снаряжение и выходишь. Эмоции от того, как ты убиваешь босса, или от того, как тебя убивают из угла какого-нибудь или куста. О боязни потерять свое снаряжение, о собирании всего лута себе в схрон как можно больше, как хомячок. Такого входящий. Артем, это банк ВТБ. Да иди на... Заканчивая тем, что несколько лет ты выполняешь одни и те же квесты, постепенно прокачиваясь и поднимаясь все выше и выше, и все это сбрасывается как
ком говна на голову. Таких эмоций, пожалуй, нет ни в одной игре. Сосать. Лежать. Так что вердикт игроков, которые уже были связаны с этой игрой, получили в ней игровой опыт, будет солидарен со мной, потому что я могу посоветовать ее, но если вы готовы проигрывать много. По моему мнению, я думаю, что многие согласятся с ним, главной фишкой этой игры является собирательство всякого хлама. Это самое главное, что есть в этой игре. Так что если вам нравятся игры по типу Division или чему-то подобному, вам понравится собирать говнецо и собирать его в схрон, пополняя его всяким калом. Ну и просто если вы искали мнение насчет, стоит ли играть в 2022 году Escape from Tarkov, и далее однозначно стоит, потому что у игры есть еще задел потенциала, который не реализован. Об этом расскажет Никита Буянов в своих следующих стримах по поводу разработки игры, потому что разрабатывается игра на горячую, и получается, что учитываются мнения игроков, возможно. Из того, что прямо сейчас игроки ждут, это крутую карту, которая должна просто перевернуть игру Escape from Tarkov, которая называется Улицы Таркова, где будут несколько боссов на локации, и вход в другую локацию будет через эту локацию, вот так вот все интересно, где надо будет пройти ее. А также режим арена, где можно будет просто залететь 5 на 5, сыграть ДМщик быстрый, чего в Таркове не хватало. Потому что зачастую игры заканчиваются тем, что ты заходишь на таможню, пробегаешь 500 метров до общежития, прибегаешь первым, но чел уже ждет тебя в углу на этой карте и убивает.